Добрый день, с вами Наталья Рожнова, вы на канале Натали Той Джой. В прошлый раз мы с вами связали голову, рога и ушки для бычка, а сегодня полностью закончим с головой, сделаем сборку и утяжки, а также свяжем ножки и живот. Итак, приступим. Первым делом надо сделать утяжки, их будет 3. Одна под глазами, вторая в местах ноздрей, а третья на месте ротика. Каждую из них будем делать отдельно, чтобы они получились ровными и симметричными. Для этого пряжу светло-коричневого цвета вставим в иглу. И сначала займемся первой утяжкой, определим место ее расположения и пометим английскими булавками. Опустимся на ряд ниже глаз, то есть сразу под глазками, и вставим по краям булавки. Расстояние между ними 4-5 петелек. То есть они вот здесь расположены. Дальше перевернем голову и отступим от белой части 2 рядочка. Ставим по центру относительно глаз третью булавку. Это у нас будет точка 1, точка 2 и точка 3. Что будем делать? Введем иглу в точку 1, выведем в точке 2, затем введем в точке 3 и выведем в соседнем отверстии от точки 1. Берем иглу, вставляем в точку 1, вводим в голову, выводим в точке 2. Хвостик оставляем снаружи. Дальше вводим иглу в точку 3, выводим в соседнем отверстии от точки 1. Убираем английские булавки и натягиваем хорошенечко нить. Дальше сделаем 2 узелочка и спрячем хвостики внутри. Первая утяжка готова. Теперь сделаем вторую утяжку для ноздрей. Тоже определим место расположения и пометим английскими булавками. Отсчитаем от кольца амигуруми 6 рядочков вверх. 1, 2, 3, 4, 5, 6. По центру относительно глаз вставим английскую булавку. Далее отсчитаем по 5 отверстий вправо и влево и вставим английские булавки. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Центральную уберем. Вот здесь мы отметили места, где будут располагаться ноздри. Далее переворачиваем голову и слева от бывшей точки 1 на расстоянии 1 петли вставим третью английскую булавку. Это точка 1 теперь. Это точка 2. Это точка 3. Здесь мы будем действовать следующим образом. Вводим иглу в голову в точке 1, выводим в точке 2. Вводим иглу в соседнем отверстии от точки 2 и выводим в соседнем отверстии от точки 3. Затем вводим иглу в точку 3 и возвращаем иглу назад. Выводим ее рядом с точкой 1. Итак, начнем. Вводим иглу в
точке 1, выводим ее в точке 2. Хвостик опять-таки оставляем снаружи. Далее вводим иглу в соседнее отверстие от точки 2, выводим в соседнем отверстии от точки 3. Вводим иглу в точку 3, выводим рядом с точкой 1. Вот у нас наши будущие ноздри. Ну и теперь натягиваем хорошо ниточки. Дальше опять делаем 2 узелочка и прячем хвостики. Расправляем деталь, сплющиваем немножко мордочку. Ну все, вторая утяжка готова. Ну и осталось нам сделать последнюю, третью утяжку для ротика. Отсчитаем от кольца амигуруми 4 рядочка вниз. 1, 2, 3, 4. И по центру относительно глаз ставим английскую булавку. Дальше отсчитаем по 4 отверстия вправо и влево. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Центральную можно убрать. Вот тут у нас будет расположен ротик. Дальше перевернем голову и справа от бывших точек 1 ставим третью английскую булавку. Это точка 1, это точка 2, это точка 3. Здесь мы будем действовать как с утяжкой под глазами. Введем иглу в голову в точке 1, выведем в точке 2, введем в точку 3 и вернем иглу обратно в соседнее отверстие от точки 1. Итак, начнем. Вводим иглу в точку, выводим в точке 2. Опять хвостик оставляем снаружи. Дальше вводим иглу в точку 3 и возвращаем обратно на расстоянии одной петли от точки 1. Вот у нас будущий ротик. Теперь натягиваем. Ну и опять делаем 2 узелочка и прячем ниточки внутри. Вот что у нас получилось. Подровняем голову. Ну все, утяжки сделаны. Дальше пришьем рога. Присоединим их к голове английскими булавками. Я это делаю на глаз. Вот так они должны располагаться. Учтите, что голова у бычка будет немного наклонена вперед. Пришивать будем по кругу, захватывая поочередно петельки головы и петельки последнего ряда рогов. При этом надо натягивать нить.
Все, один рог мы пришили. Ниточку пока не закрепляем и не прячем. Пришьем второй рог, убедимся, что они у нас расположены ровно, симметрично. Только после этого будем прятать хвостики. Точно так же пришиваем второй рог. Итак, посмотрим, что у нас получилось. Если все устраивает, можно делать узелки и прятать ниточки. Рога пришиты. Дальше займемся ушками. Ушки я присоединила к голове чуть-чуть пониже рогов, сложив каждое пополам. Будем пришивать их прямо через край, сделав несколько стежков. Одно ушко пришито, делаем узелочек и прячем хвостик. Вот я пришила ушко, второе у меня отскочило. Точно так же пришиваем второе. Ушки пришиты. Ну и давайте сделаем глазки более живыми и выразительными. Вышьем белой пряжей белки по бокам глаз. Вот так стало лучше, не правда ли? Итак, с головой мы полностью закончили. Вот такая она у нас получилась. Дальше займемся ножками. Ножки выглядят вот так. 3 из них я подготовила заранее. Копыта белого цвета, а сами ноги светло-коричневые. Длинные хвостики от кольца амигуруми выведены наружу. Они нам понадобятся для оформления копыт, но делать это мы будем только после того, как ввяжем ножки в тело. Итак, свяжем 4-ю ногу вместе. Сначала берем пряжу белого цвета и, оставив длинный хвостик, примерно 20-30 сантиметров, вяжем первый ряд 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Стягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия, и прокладываем нить контрастного цвета. Второй ряд 6 прибавок.
Третий ряд. 1 столбик без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз. Четвертый ряд. 18 столбиков без накида за задние полупетли. Каждая петля имеет 2 стенки. Переднюю, та, что ближе к нам, и заднюю, та, что подальше от нас. В этом ряду все столбики без накида вяжем за задние стенки. После провязывания этого ряда у нас получился рубчик из передних полупетель. Дальше вяжем 5-й ряд. 4 столбика без накида, 1 убавка, повторить 3 раза. Шестой ряд. 15 столбиков без накида подряд. Седьмой ряд. 3 столбика без накида, 1 убавка, повторить 3 раза. Последнюю убавку в этом ряду провязываем не до конца, для того, чтобы сменить цвет пряжи. Берем пряжу светло-коричневого цвета и ею довязываем эту убавку. А ниточку белого цвета можно обрезать на небольшом расстоянии. Вот мы сменили цвет пряжи, теперь натягиваем 2 хвостика и вяжем 8-й ряд. 2 столбика без накида, 1 убавка, повторить 3 раза уже пряжей коричневого цвета. А вот эти 2 коротких хвостика ввязываем. Теперь давайте выведем хвостик от кольца амигуруми наружу. Для этого вводим крючок прямо в кольцо, захватываем ниточку и выводим ее. Вот так. Ну и продолжаем вязание. Дальше вяжем 8 рядов по 9 столбиков без накида в каждом. Все, связали ножку, обрезаем ниточку и закрепляем ее, набрав воздушную петельку и пропустив сквозь нее хвостик. Теперь можно вынуть нить контрастного цвета.
И дальше набьем ножку наполнителем, но не сильно плотно, чтобы в дальнейшем была возможность вставить каркас. Ножка набита, вот такая она получилась. Четыре ножки для бычка готовы. Теперь займемся животиком. Берем пряжу светло-коричневого цвета и набираем 11 воздушных петелек. Сначала сделаем узелочек и набираем 1, 2, 3, 11. Получилась цепочка. Дальше вяжем первый ряд и, начиная со второй воздушной петли от крючка, провязываем 9 столбиков без накида. Далее в 11-ю последнюю воздушную петлю провязываем сразу 3 столбика без накида. Переходим на другую сторону цепочки и вяжем 8 столбиков без накида. Ну и во вторую воздушную петлю вяжем 2 столбика без накида или делаем прибавку. Теперь прокладываем нить контрастного цвета. В этом ряду у нас должно было получиться 22 столбика без накида. Вяжем следующий, второй ряд. Делаем одну прибавку. Провязываем 8 столбиков без накида. Дальше делаем 3 прибавки подряд. Опять 8 столбиков без накида. И завершаем этот ряд 2 прибавками. Во втором ряду у нас должно было получиться 28 столбиков без накида. Вяжем следующий, третий ряд. Сначала делаем 2 прибавки подряд. Дальше вяжем 8 столбиков без накида. Теперь делаем 6 прибавок подряд. Восемь столбиков без накида. И 4 прибавки подряд. Все, на этом мы заканчиваем вязать животик. Ниточку в этом случае мы не обрываем, потому что в дальнейшем будем ввязывать ножки, начиная с этого места. Вот такой животик у нас получился. В итоге мы с вами полностью закончили с головой бычка, связали для него животик и 4 ножки.
На сегодня это все. Ну а в следующий раз мы свяжем тело, ввяжем в него ноги и сделаем окончательную сборку игрушки. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Вяжите с удовольствием. До новых встреч!